Сонная история. Призрачная железная дорога. Как-то раз задержался я до полуночи в гостях у друга, который живет в окрестностях станции Лосино-Островская, что на северо-востоке Москвы. Мой дом находится недалеко от станции метро Черкизовская, поэтому удобнее всего для меня было сесть на электричку, которая довезет меня до Ярославского вокзала, где я сяду на свою ветку подземки и быстро доеду до дома. Метро закрывается для входа в час ночи. Времени у меня было еще целый час, а до вокзала ехать всего лишь минут 15. А потому я нисколько не беспокоился и спокойным шагом, насвистывая себе под нос какую-то незатейливую мелодию, шел к Лосино-Островской. К моему удивлению, на станции было пусто. Не было ни кассиров, ни даже охранника, который обычно стоял около турникетов. Огорчившись, что придется ехать на автобусе до ближайшей станции метро, которая находилась не на нужной мне ветке, я уже было развернулся и пошел назад, как вдруг заметил, что работают автоматы, в которых можно купить билет. Отлично. Я подошел к одному из автоматов. С первого взгляда все выглядело нормально, но мое внимание привлекло то, что в качестве пункта назначения можно было выбрать еще несколько станций, которых обычно не было. Вообще ни разу не слышал о них: Дзержинская, Институт пути, Отрадная, Слободка и Бескудникова. Два названия были мне знакомы. Отрадная – это название района, который находился относительно недалеко отсюда. Но что-то я не припоминаю, чтобы там проходила железная дорога. А Бескудникова – это так вообще станция совершенно на другом направлении, на Савеловском. Что это за шутки такие? Ну да ладно, черт с этим. Решив не обращать внимания на эти глупости, я взял билет до вокзала. Затем прошел через турникет и оказался на платформе. Электронное табло, показывающее время прибытия следующей электрички, почему-то не работало. Да что не так-то с этой станцией? Почему здесь никого нет? Почему табло не работает? Что это за бардак в самом деле? Мысленно возмутился. Пришлось поискать обычный стенд с расписанием. К моему счастью, он висел не так уж далеко от выхода на платформу. Интересно, когда же следующая электричка? Я опустил глаза в нижний правый угол. Последняя электричка приезжает в 0 часов 16 минут. Я посмотрел на часы, на них было 0 часов 19 минут. Что, вы издеваетесь? Я был в ярости от такой сущей несправедливости. Какого черта я купил билет, если последняя электричка уже уехала? Почему работали автоматы? Где эти чертовы кассиры и охранники? Черт! Со всей злости я ударил по стенду с расписанием. Так, спокойно, нужно успокоиться. Я отошел в сторону и сел на ближайшую скамейку. Может быть, электричка еще не приезжала. Может быть, она опаздывает и скоро уже подъедет. А даже если я все-таки пропустил последнюю электричку, то ничего страшного. Подумаешь, 40 рублей потратил. От меня не убудет, сказал я самому себе. Успокоившись, я начал осматривать станцию. Нигде, ни на какой из 3 платформ не было ни одного человека. Абсолютно. В воздухе стояла полная тишина. Даже машин не было слышно, хотя там с той стороны от железной дороги проходило оживленное Ярославское шоссе. Даже ночью там было достаточно много машин. Почему их не было слышно, учитывая, что на станции было абсолютно тихо, загадка. Очередная странность. Что-то многовато их было уже за столь короткое время. И тут вдруг тишину разорвал гудок поезда. Я вскочил со скамейки и подошел к краю платформы. Это ехала электричка, ехала по моему пути. А да все-таки не зря я остался. Она опоздала, как я и думал. Вот электричка уже останавливается около платформы. Но какая-то странная она была. Старая, обшарпанная, с тускловатым освещением внутри вагона. Интересно, откуда они ее откопали, подумал я. Мне казалось, такое старье по Москве уже давно не ездит. Не очень хотелось садиться в нее, но выбора у меня не было, а потому пришлось зайти. Меня встретил непривычно узкий тамбур, какой можно встретить в любой старой электричке. Находиться в таком маленьком помещении было мало приятно для меня. Вдобавок, здесь не горел свет, а потому я поспешил внутрь вагона. К моему удивлению, все скамейки были деревянными.
Насколько я помнил, во всех старых электричках, которые использовались до сих пор, скамейки все-таки обшивали чем-то мягким, да и вообще старались следить за внутренним убранством вагона. А тут я как будто в музей попал, только все было обшарпанным и неухоженным. Я прошел в середину вагона и сел у окна лицом в сторону, в которую ехала электричка. Неприятный желтый тусклый свет изредка помигивал. Жутковато было, честно признаться, учитывая то, в какой электричке я ехал. Забыл сказать, что никого кроме меня в вагоне не было. Однако трудно сказать, было ли это плохо, было бы страшнее, если бы кто-то сидел, например, в конце вагона спиной ко мне. За окном была сплошная темнота. Ничего не видно, даже света в домах. Странно. Чтобы хоть как-то себя развлечь, я достал телефон и наушники. Включив свою любимую песню, я уселся как можно удобнее. Теперь даже этот мигающий свет не мог помешать мне погрузиться в свои мысли. Но не прошло, наверное, даже минуты, как я почувствовал что-то неладное. Электричка поворачивала вправо. Что за черт, здесь же прямой перегон. Удивился я. Это мне не нравилось, совсем не нравилось. Если все остальное можно было как-то проигнорировать, то эта странность уже реально меня обеспокоила. Куда мы едем? Что здесь, черт побери, происходит? Слушать музыку уже не было никакого настроения. Я пытался осознать происходящее. Сначала это безлюдность, автоматы с лишними станциями, табло нерабочее, потом это рухлядь на колесах, теперь этот поворот. Это что, розыгрыш какой-то? Поезд начал тормозить, послышался голос, платформа Дзержинская. Сначала я до смерти испугался, вскочил и начал оглядываться в поисках источника звука. Поняв, что это была громкая связь, я немного успокоился, но совсем немного. Дзержинская. Это название я уже сегодня видел, когда покупал билет в автомате. Неизвестная мне станция. Электричка остановилась. Открылись двери. За окном была все та же непроглядная тьма. Видимо, на платформе не было никакого освещения. Но это же Москва, а не какая-то глушь. Я испугался еще сильнее, но все же не решился выбегать из электрички. Здесь, по крайней мере, был свет. Может, следующая станция будет более цивилизованной? Я снова сел на свое место. И вот двери закрылись, поезд тронулся и двинулся дальше. А я уже не мог успокоиться. Мне было страшно, и ладно бы, если бы на этом вся жуть кончилась. Сзади из соседнего вагона послышалась музыка. Кто-то играл на баяне. Я почувствовал комок в горле. Сердце забилось быстрее, меня начал пробирать озноб. Я пересел на скамейку, что была напротив меня, чтобы следить за дверью в тамбур. Звук приближался. Видимо, музыкант шел в мой вагон. Трудно описать, насколько сильный страх я тогда испытывал. Я забился в угол и не смел хоть немного пошевелиться. Мне было очень страшно. Я просто наблюдал за тем, как звук баяна движется по проходу между скамеек, приближаясь ко мне, а чертов свет продолжал мигать. Я будто попал в какой-то ужастик. Что за проклятая электричка? Как только звук поравнялся со мной, свет в вагоне потух. Да потух полностью, а звук прекратился. За окном была все та же непроглядная темнота, только стук колес напоминал мне о том, что я еду в электричке. И вдруг я почувствовал, что кто-то коснулся моего плеча. Ледяное такое прикосновение. В этот момент страх мой достиг своего апогея. От такого ужаса я заорал как бешеный. В тот же миг в вагоне включился свет. Оставаться здесь я уже не мог. Боже, как же это было страшно. Я вскочил и рванул в сторону головного вагона, к машинисту. В это же время поезд начал тормозить, а голос объявил: станция Институт пути. Еще одно знакомое название. Впрочем, уже не удивительно. Добежав до тамбура, я решил, что на этой станции я по-любому выеду. Даже если не будет гореть ни одного фонаря. Поезд все еще тормозил. Я обернулся назад, чтобы в последний раз взглянуть на этот жуткий вагон. Лучше бы я этого не делал. На моем месте сидел призрачный силуэт какого-то мужчины. Он смотрел на меня. Увидев, что я смотрю на него, он улыбнулся мне и стал медленно махать рукой. У меня снова комок в горло подступил, снова озноб и дикий страх. Но тут поезд окончательно остановился.
Двери открылись, и я, несмотря ни вперед, ни себе под ноги, рванул прочь из этого проклятого поезда. Но вместо того, чтобы оказаться на платформе, я упал куда-то вниз. Было больно. Хоть я упал, видимо, с не очень большой высоты, зато ударился то ли о камни, то ли об асфальт. Всем телом ударился. Особенно больно было лицу. Пытаясь прийти в себя, я пролежал на земле еще около минуты, затем начал вставать. К моему удивлению, я оказался посреди какого-то гаражного кооператива. Вокруг меня были только гаражи и никакой железной дороги. Что за бред? Я ничего не понимал. Надо было выбираться отсюда. Быстро найдя выход из гаражей, я выбрел на какую-то улицу. Это оказалась обычная улица посреди какого-то вполне себе обычного жилого квартала. Я ничего не понимал. Что со мной произошло? Я был в какой-то прострации. Мысли в голове смешались в какую-то непонятную кашу. Что делать дальше? Вдруг мое внимание привлекла автобусная остановка. Она находилась совсем недалеко. Отлично, может, по маршруту какого-нибудь автобуса я пойму, где я примерно нахожусь. Я поспешил к остановке. Табличка с номерами маршрутов висела на месте. Такс, посмотрим, что у нас здесь ходит. По 176 маршрут. Он ходит от платформы Лось, что следующая после Лосино-Островской, если ехать из Москвы, и до какого-то места, что в окрестностях станции метро Свиблово. Значит, я где-то еще в этих краях. Но как я, черт возьми, здесь оказался? Вдруг послышался звук приближающегося автобуса. Сначала я испугался, что приедет снова какой-то обшарпанный старинный монстр. Но это оказался новенький хороший автобус. Внутри были водители и несколько пассажиров. Все живые, не призраки. На автобусе я спокойно доехал до уже упомянутой станции Свиблово. Там я спустился в подземку и спокойно доехал до дома уже без всяких приключений. Но пережитое не давало мне успокоиться. Хотелось узнать, что же все-таки со мной произошло. Может, кто-то уже сталкивался с подобным. Первым делом я решил забить в поиске названия тех неизвестных мне станций: Дзержинская, Институт пути, Отрадная и Слободки. Ух, и передернуло меня тогда. Оказывается, раньше существовала железная дорога, которая соединяла Ярославское направление и Савеловское. А именно, станции Лосино-Островская и Бескудниково. Вообще, у этой железной дороги богатая довольно история, но главное то, что все эти станции, уже не один раз мною упомянутые, были как раз на ней. При этом эту железную дорогу разобрали еще аж в 1987 году. На ее месте теперь стоят дома и гаражи. Да, и как раз станция Институт пути, на которой я вышел, находилась в том самом месте, где сейчас стоит гаражный кооператив, посреди которого я очутился. Да. Это что же получается? Я прокатился по мертвой дороге. В мертвой электричке. Теперь я стараюсь никогда не задерживаться так долго и никогда не сажусь в старые и потрепанные электрички. Мало ли, куда они могут завести. Сонная история. Спасибо тебе за просмотр, друг. Подпишись на канал. Поставь свой лайк. Поддержи мой канал. Дальше будет интереснее.